Давай, давай, давай. Наконец-то на Маврикии подходящее под мое вингфойловое оборудование погода. Дело в том, что у меня очень маленькая по объему доска, всего 33 литра. Она не особо предназначена для катания на винге. Эта доска больше для фойл-серфинга или кайтфойлинга. На ней довольно просто стартовать при разгребании руками на волну, достаточно просто стартовать с кайтом и совсем не просто стартануть с вингом. Для этого необходим действительно сильный ветер. Сегодня мои друзья пошли кататься на кайтсерфбордах с 7-метровыми кайтами. А я взял 4-метровый винг, гидрофойл с передним крылом 1500 квадратных сантиметров и доску 33 литра, все из коллекции Cabrinha 2020. Каждый раз, когда мне удается стартануть из воды на этом комплекте, мне больше не хочется падать. Я внимательно контролирую высоту своего полета, чтобы крыло случайно не выскочило и я не упал в воду. Внимательно делаю развороты. Можно даже сказать, что я уже в этом профессионал. Мое нежелание делать старт лишний раз настолько сильно, что я даже не останавливаюсь, чтобы взять GoPro у товарища. Он просто кидает мне его в руку с берега во время моего разворота. Схватив камеру, я смело направляю доску в сторону Манавы. Пришло время попробовать что-то новое в этой жизни. И сегодня это будет вингфойлинг на Манаве. Ни разу не упав и не намочив волос, я добираюсь до самого дальнего рифа в Леморт. Манава находится в 1,5 километрах от берега. Для меня эта волна родная, поэтому я сразу соображаю, что к чему. Поймав волну, обезветриваю винт и понеслась. Сотни часов занятий здесь кайтфойлингом не прошли даром. Тело само подсказывает, что ему нужно делать. Кое-где подпампливая, я еду вниз по стенке волны до самого канала. Здесь волна заканчивается, и я снова беру свой винт за ручки, чтобы наполнить его ветром. Какое счастье, что все мои мучения с малолитражкой были не напрасны. Оно того стоило. Ну что, она работает? Поймав пару волн на Манаве, я направляюсь назад ближе к берегу. Падать желания по-прежнему нет, поэтому решаю покататься на малом рифе. На всякий случай. А вдруг упаду и не смогу стартануть. Но после могучей Манавы кататься на малом рифе, где волны не столь тяговитые, уже нет никакого желания. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому я вновь возвращаюсь на Манаву. Манава словно создана для вингфойлинга. На кайтсерфборде мне порой здесь бывает скучновато, хочется более крутой стенки волны. Но для гидрофойла пологие волны этого рифа подходят идеально. Тем более здесь они достаточно большие и мощные. Небольшую сложность представляет из себя катание по пене от обрушившейся волны. Гидрофойл здесь менее устойчив, чем на зеленой стенке. Доска может резко провалиться. Вот как здесь, например, когда от неожиданного срыва я чуть не падаю. Винт при этом цепляется одним ухом за воду, что разворачивает его вверх ногами. Но не беда, так тоже можно ехать. При желании винт довольно просто разворачивается назад, поворотом запястья с ручкой на 90 градусов. Ветер делает свое дело, после чего мне удобнее перехватить руку в петле. При катании по волнам в уме всегда надо держать возможность замыва и четко себе представлять последовательность действий, чтобы из него выбраться без потерь. Когда я понимаю, что падение неизбежно, то стараюсь вытолкнуть доску из-под себя, падая на спину. Винт при этом изо всех сил пытаюсь держать в руке над пеной. Чем дальше доска от меня и винга находится, тем меньше шансов повредить свою обшивку или обшивку винга об острой части гидрофойла. Лишь от винга рекомендуется перевязать из штатного положения к передней ручке, иначе при замыве передний баллон в этом месте может разорваться. Уже были прецеденты. При замыве не стоит сопротивляться энергии волны. Если волна вас тащит, то поддайтесь ей, позвольте ей утащить вас вниз. Ни в коем случае нельзя допускать сильного натяжения лиша. В лучшем случае он может порваться, в худшем натянуться и выстрелить доской словно из рогатки прямо в вас. Ну а в целом, замыв — это часть программы. Чем больше катаешься, тем чаще замываешься. С каждым разом к этому относишься все более спокойно. Мне даже порой это делать довольно весело. Тем более сегодня, в день моего первого в жизни катания на Манаве с вингом. Спасибо за ваше внимание. Занимайтесь вингфойлингом. Живой! Мама!